Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вас ждет сочное, вкусное, красивое преображение ручек моей мамы. Итак, начнем с того, что руки возрастные, кутикула очень тонкая, очень прилипшая. Мы делаем маникюр уже 2 года, и за эти 2 года руки очень сильно преобразились. Ногтевая пластина выровнялась, также ногтевое ложе удлинилось. И давайте начнем со снятия. Мне посоветовали приобрести вот такую вот фрезу. Это фреза с фиолетовой насечкой КМИС. И посмотрите, какой интересный у нее рисунок. То есть, как расположены эти ячейки. Сказать, что я была удивлена при снятии, это не сказать ничего. Люблю за это нашу работу, за эти самые ощущения при тестировании какого-то нового продукта. Итак, фреза работает отлично, снимает материал она быстро, но очень мягко. Что-то среднее между крупной синей насечкой и мягкой красной. В общем, для меня идеально. Снимает отлично как гель-лак, так и гель. И, кстати, посмотрите, борозд после нее не остается совершенно. То есть снимает покрытие она очень-очень ровно. Для меня лично это важно, так как потом меньше приходится работать пилкой. Поэтому данную фрезу могу однозначно посоветовать для вашего использования. Она протестирована мной уже несколько раз. И нареканий у меня никаких нет. Посмотрите, и отслойки она убирает очень деликатно. То есть небольшие все-таки остаются, которые мы потом в дальнейшем можем доработать пилкой. Приступая к опилу и как же работать с сухими руками, когда видите, какие огрубевшие боковые валики. Здесь очень важно завести пилку именно под ноготок. И еще очень важно оттянуть боковушки. То есть обязательно боковые валики мы оттягиваем для того, чтобы не поранить нашего клиента. Ну и, конечно же, немного прохожусь пилкой, чуть-чуть совсем выравниваю, так как наша фреза уже все сделала за нас. С этими ноготками, с указательным и средним, мы сегодня с вами еще поработаем. Ногти у моей мамы очень тонкие. И плюс это правая рука, и мне захотелось показать вам сегодня, как же я делаю крепления на ногтях, на которых не носится вообще ничего. И раскрыть, конечно же, очень важные секреты. Но для начала я всегда делаю маникюр. Посмотрите, какая у нас здесь проблема. На большом пальце у нас всегда очень-очень неровно прилипает кутикула, и поэтому топориком мы всегда себе помогаем. Если вы видите, что ваш пушер не может справиться с очень-очень прилипшей кутикулой, в дело обязательно в этом месте вступает топорик. И, конечно же, мы проходим от синуса к синусу, проверяем, хорошо ли мы с вами раскрыли карман. Конечно же, это все индивидуально, но я хочу сказать, что на тонких ногтях нужно очень деликатно работать. Так как маникюр я всегда делаю до того, как выполняю ремонт, поэтому беру свою любимую фрезу, это пламя, диаметр 0,23. Работаю сейчас на форварде, зачищаю правые боковые валики, правые синусы и, конечно же, зачищаю мозольки, которые у моей мамы появляются от семечек. Я не знаю, может быть, только у моей мамы. Если у вас есть какие-то интересные истории, откуда у клиентов появляются мозоли, напишите, пожалуйста, мы вместе с вами почитаем это в комментариях. Также не забываем, что мы оттягиваем боковые валики для того, чтобы нам было все хорошо видно. Переключаясь на реверс, обороты, кстати, у меня 25 тысяч, кутикула сухая, но, понимаете, абразив у КМИСа настолько деликатный и без каких-то торчащих кусков, углов. Как-то я даже выкладывала фотографию в макросъемке фрезы КМИС и другой фрезы, которая у меня тоже есть, другого производителя. Конечно же, разница, если честно, колоссальная. Самое интересное, что эти фрезы я заказываю сама. Я думаю, что ни для кого не секрет, что многие представители присылают блогерам на обзор какие-то материалы, но эти фрезы я заказываю себе сама, потому что очень довольна их качеством. Итак, мы работаем сейчас на реверсе на 25 тысячах оборотах, и после того, как мы проработали все 10 пальчиков, мы приступаем к срезу. Ножницы у меня коротенькие от Silver Star, делаю я срез небольшими стежками, где-то по миллиметру, по 1,5, и продвигаюсь постепенно. Кутикулу чаще всего убираю вниз, но хочу поднять такой важный момент. Многие мастера говорят, что я неправильно держу ножницы. Я читаю все комментарии, так что пишите, не стесняйтесь. Я рада любой похвале, но и также рада критике, если она конструктивная.
Так вот, многие писали, что нужно держать ножницы строго перпендикулярно ногтевой пластины, но я вам хочу сказать, что это все индивидуально, и если вы будете всегда держать перпендикулярно, на таких сухих пальчиках можно поранить клиента. Берем базу Strong и наносим на весь ноготок, который мы хотим отремонтировать. Я наношу тонким втирающим слоем для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию, хорошую сцепку нашего акригеля и нашей ногтевой пластины. Кстати, тоже есть свои секреты в нанесении акригеля, я вам их сейчас открою. Беру небольшой шарик, но чуть больше, чем того бы требовалось, чтобы нанести акригель без какого-либо дальнейшего опила. И немного достраиваем свободный край, без формы, просто приплюсываем и растягиваем его. Сначала мы приплюсываем под углом, под большим, так мы сравниваем ногтевую пластину и наш акригель, а далее потом уже растягиваем его вперед. Посмотрите, видите, сейчас просвечивает торец, и вы можете видеть, что я все-таки немножко удлинила ногтевую пластину, наше ногтевое ложе. Для чего это нужно? У вас просто нечему будет отслаиваться. Берем фрезу и просто фрезой все самое большое мы опиливаем очень быстро. Плюс повторюсь, что фреза работает мягко и не оставляет после себя борозд, поэтому ничего уже сверху практически пилить мне и не нужно. Также я выравниваю свободный край, так как на выкладку акригеля я потратила буквально несколько секунд. И, конечно же, заужаю немного в боковушках для того, чтобы ногти не смотрелись после ремонта какими-то широкими и не отличались от других натуральных ногтей. Хорошенько прохожусь, обезжириваю ногтевую пластину и выполняю выравнивание самым обычным способом. Наношу скользящий слой на ногтевую пластину, ставлю каплю и протягиваю ее вниз. Девочки, сейчас очень важный момент. Напишите, пожалуйста, не напрягает ли вас, что я так много говорю в видео. Я стараюсь уместить максимум информации, канал у меня не развлекательный, а все-таки больше информативный. И у меня всегда возникает вопрос, я очень много говорю, но мне очень хочется много вам рассказать. Не напрягает вас это или все-таки иногда вставлять музыку? Посмотрите, идеальное выравнивание получилось. Цвет от Мальтини Грейстон под номером 9 у нас сегодня. Это основной цвет. Цвет черный с маленькими блесточками, с таким деликатным микрошиммером. Ложится отлично в 2 тонких слоя. Почему именно в 2 тонких, а не в 1 средний? Потому что цвет черный, полимеризуется наш гель-лак за счет проникновения ультрафиолетовых лучей в нашей лампе. Так вот, черный – это как шторы blackout, который не пропускает свет, то есть через него проходит свет хуже, поэтому лучше нанести цвет в 2 тонких слоя для того, чтобы избежать проблем с непросыханием гель-лака или с тем, что он скукожился. Поэтому лучше перестраховаться. Хотя, кстати, этот цвет с шиммером сохнет отлично и в 1 слой. Берем топ без липкого слоя и покрываем все ноготочки. Кстати, в следующем видео обязательно вам покажу новинку от Мальтини. Это топ, который не синит, то есть топ без UV-фильтра. Очень долго ждала, и вообще мне пришло очень много новинок, я хочу вам их все скорее показать. Топом я также довыравниваю ногти до идеальных бликов. То же самое, как и с базой, только капля распределяющая у меня намного меньше, чем при выравнивании базой. Топом мы скорее доводим ногти до идеала, до красивых бликов, чем выполняем какое-то, например, укрепление. Также выполняю выравнивание на большом пальчике. Здесь нужно быть осторожными и взять именно нужное количество материала. Не много и не мало. Если возьмете много, ноготь будет некрасивым и таким большим, очень плюшистым, а если возьмете мало, то получите не идеальное выравнивание. Также в дело вступает цвет Мальтини Ультра Блэк, это цвет под номером 501, он ложится тонко и очень-очень плотно. Его спокойно можно нанести в 1 тонкий слой. И, кстати, сразу же на этом же слое, на первом, я делаю прокрас под кутикулу. Самое главное сначала взять совершенно сухую кисть и обозначить границы, то есть там, где пойдет наш черный цвет. И только потом уже можно взять небольшое количество материала и просто выровнять.
Цвет у нас сегодня также будет номер 2 от Galactic Illusion, и мы выполняем дизайн. Просто рисуем вот такие вот ячейки. Можно также нарисовать какой-то змеиный принт, но мы рисуем просто камушки. Мне почему-то это напоминает какую-то морскую гальку, хотя цвет не скажу, что сильно похож на гальку. Напишите, что этот принт напомнил вам. Будет очень интересно почитать в комментариях. Мне напоминают какие-то камушки. И прикладываем магнит слева, справа и также к торцу. Кстати, магнит я вообще не переворачиваю. Весь блик у нас поднимается наверх, и просто сумасшедшие переливы мы можем наблюдать. Эти кошки очень классные. Советую обязательно всем попробовать. У меня есть целый набор из 3 цветов. И вот такой вот результат у нас получился на большом пальчике. Кстати, можно было бы и не выравнивать этот ноготок, и тогда у вас бы получился такой эффект объемности, то есть эффект объемной какой-то рептилии. Наш результат просто шикарный. На второй ручке сделали на 2 ноготках, на среднем и безымянном. Посмотрите, как играют. Как бы я ни старалась, конечно же, показать все переливы, у меня это не получилось. Камера съела часть блеска, но я думаю, что у вас отличное воображение, и вы меня поймете, о чем я говорю. Если видео было вам полезным и интересным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!